А вы видели, как дальнобойщики выживают в условиях Крайнего Севера, где температура падает до минус 70 градусов? Да уж, любая остановка может привести к смерти в ледяном плену, представляете? Я расскажу вам, как удается доставлять грузы в таких экстремальных условиях и какие машины вообще могут это выдерживать. Зимники. И давайте начну с зимников. Что это? Временные дороги, создаваемые на маршрутах, где летом дорожное покрытие отсутствует или оно становится непроходимым из-за снега и льда. Особенно актуальны такие дороги в северных районах России, Канады и Аляски, где зимние условия позволяют замерзшему грунту выдерживать тяжелые грузовики. В России зимники чаще всего прокладываются через тайгу и тундру, соединяя удаленные населенные пункты или промышленные объекты, такие как нефтегазовые месторождения. Эти дороги обычно доступны для использования с декабря по апрель и требуют регулярного обслуживания, включая укатку снега и контроль за состоянием льда. В Канаде и на Аляске зимники также играют критически важную роль. Один из самых известных – Дальтон Хайвей, который ведет к местам добычи нефти у Прудо-Бэй. Эта дорога частично функционирует как зимник, поскольку ее отдельные участки обслуживаются только зимой. Приближение к таким дорогам чаще всего выдает не столько дорожное указание, сколько придорожные предложения. Теплые вещи, дизельное топливо, пищу и горячие напитки. Если вы думаете, что зимник – это безлюдная глушь, то глубоко ошибаетесь. Например, уже на подходах к Богучанам в России дорога наполнена движением лесовозов, топливозаправщиков и вахтовых автобусов. Перепады температур здесь, как говорят водители, могут варьироваться от минус 3 градусов по Цельсию в полночь до минус 42 градусов по Цельсию к утру. Много. Вот только в Якутии температура может достигать и минус 70 градусов. Водители чаще всего уже не решаются на прогулки вне кабины. В такой холод долго не продержишься. Как вы понимаете, если машина подведет дальнобойщика, то единственный способ выжить – уехать с кем-то другим. Брошенные транспортные средства стали обыденностью. Многие из них остаются тут навсегда, превращаясь в скелеты, после того, как с них сняли все ценное. Почему? Зимой мешает холод, а летом невероятная грязь, ведь часто зимники идут по руслу реки, либо вдоль нее. Какие опасности есть? Это многим кажется, что работать дальнобойщиком – это выставить скорость, да головой крутить по сторонам, наслаждаясь видами. В экстремальных условиях все не так. Здесь куча нюансов, которые могут стоить водителю жизни. Тот же круиз-контроль – это реальная опасность. Почему? Если автомобиль ускоряется с помощью круиз-контроля, он делает это максимально интенсивно, словно вы нажали на газ до упора. В таких условиях колеса могут потерять сцепление с дорогой, и удержать машину станет сложно, ведь едете вы по грязи или снегу, а дороги бывают очень узкими и опасными. Например, в горах или на крохотном зимнике. Любая оплошность может отправить машину в кювет. Добавьте сюда еще и длительный спуск по льду и серпантину. Частое использование педали тормоза может быстро привести к перегреву тормозов. Идеальный выбор, где спускаться медленно, чтобы минимизировать инерцию, но это требует от водителя всей концентрации. Тут точно не полюбуешься пейзажем. Ведь представьте, если вы застрянете в какой-то безлюдной местности, а за бортом автомобиля отрицательная температура, то как вообще выживать? Запас топлива для обогрева ограничен, а возможность вызвать помощь есть не всегда. В русской Сибири или отдаленных местах Канады или Аляски сотовая связь практически бесполезна. И не стоит забывать про местную живность, ведь в большинстве отдаленных и холодных регионов можно встретить от диких кабанов до разъяренных медведей, которые не слишком рады дальнобойщикам. Так что грузоперевозки – опасная работа, особенно в экстремальных условиях. Чем зимник отличается от шоссе? Но чем отличаются зимники от обычных шоссе? Это все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами. Ведь зимники – это не просто дороги, а целые маршруты через непроходимую тайгу, обустроенные лишь на время морозов. Пример тому – знаменитое шоссе Долтон в Аляске, проложенное для обслуживания нефтепровода. Несмотря на его кажущуюся схожесть с русскими зимниками, Долтон – это крепкая дорога с асфальтовым покрытием и наличием населенных пунктов, в отличие от зимников, где доминирует укатанный снег и лед. К тому же в русской Сибири зимние температуры могут опускаться ниже 40 градусов Цельсия, то на Долтон они редко достигают 32 градусов Цельсия. В весенний период движения по зимникам лучше всего организовывать ночью, когда температура стабильно ниже нуля, что позволяет избежать таяния и образования гололеда. Представляете, как это ехать по руслу реки, которая начинает подтаивать? Единственное, что может частично сравниться с сибирским зимником, это шоссе Макмердо в Антарктиде, проходящее через шельфовые
ледники, но даже здесь условия существенно отличаются от сибирских реалий. Как вообще происходят грузоперевозки в таких условиях? Как осуществляются экстремальные перевозки? Первым этапом является планирование маршрута. Для этого важно учитывать множество факторов, таких как погодные условия, состояние дорог, наличие мостов и подходящих заправочных станций. В экстремальных условиях на тех же зимниках вы попросту не сможете заправиться по желанию. Важно все просчитать заранее. Немаловажно также провести технический осмотр транспортного средства, проверив его системы жизнеобеспечения, рабочее состояние двигателя, тормозной системы, освещения и шин. И это не просто так. Попробуй потом выжить на ночевке с нерабочим отопителем, когда на улице минус 40 градусов. При перевозках в экстремальных условиях важно также обеспечить наличие дополнительных средств для устранения неисправностей на дороге, от запасного колеса до троса и лебедки. На этапе навигации важно иметь точные карты или GPS-навигатор с актуальными данными о дорогах. Водители часто используют специализированные программы для поиска оптимальных путей проезда, особенно когда речь идет о международных перевозках. Коммуникация также играет ключевую роль. Водители должны быть на связи с диспетчерским центром, чтобы в случае необходимости быстро получать информацию об изменениях в маршруте или условиях движения. Представляете, что будет, если водитель просто застрянет в сломанной машине посреди дороги? И ведь речь тут идет про экстремальные условия, а не про оживленный автобан, где кто-то сразу придет на помощь. Сам процесс перевозки требует от водителя высокой концентрации и способности быстро принимать решения. Дорожные условия могут драматически меняться, особенно в районах с экстремальными погодными условиями. Водители должны уметь управлять уровнем стресса и усталости, регулярно делая остановки для отдыха. Но как выглядят машины, которые способны выдерживать такие экстремальные условия? Scania R 730 Topline 6i4. И начну с настоящего монстра. Scania R 730 Topline 6х4. Это автопоезд длиной 25,25 метра, который катается в Скандинавии в рамках экспериментального проекта, разрешающего эксплуатацию 60-тонных автопоездов именно такой длины. Флагманский тягач R 730 Topline оснащен мощным 16,4-литровым двигателем Scania Fita i8, который развивает 730 лошадиных сил и крутящий момент в 3500 ньютон-метров. Передача этой огромной мощности на колеса осуществляется через 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач Scania OptiCruise, включающую две дополнительные ползучие передачи, что облегчает управление на малых скоростях. В комплекте с тягачом используется модульный прицеп Schmitz, что делает композицию идеально сбалансированной. Несмотря на свои размеры, вождение этого сороконожки оказывается удивительно простым. Главное — это внимательно следить за зеркалами и аккуратно проходить через кольцевые развязки. Особых навыков для вождения на прямых участках не требуется, однако при маневрировании задним ходом может понадобиться помощь инструктора. Как мне объяснили, после полугода регулярных тренировок парковка таким автопоездом станет так же проста, как и на обычной легковушке. Машина красивая и современная, но что скажете про советских гигантов, способных ездить в самых экстремальных условиях? ЗИЛ-131. Этот грузовик вы точно видели. ЗИЛ-131 является ярким представителем как советской, так и российской автомобильной промышленности. Он был разработан как преемник ЗИЛ-157, известного под прозвищем «Колун», но оба этих автомобиля параллельно производились в течение более четверти века. Представляете? ЗИЛ-131 — это мощный полноприводный грузовик с колесной формулой 6х6, оснащенный 6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 яд лошадиных сил. Этот автомобиль отличается выдающейся проходимостью, что позволяет ему беспрепятственно передвигаться по песку и тяжелому бездорожью. Однако его эксплуатация сопряжена с высокими расходами на топливо, от 40 литров на 100 километров по трассе до 100 литров на тяжелом бездорожье. С появлением жестких экономических реалий в конце 1970-х годов, когда стоимость бензина начала играть значительную роль, было принято решение о переходе тяжелых грузовиков на дизельное топливо. Сегодня же средний расход в 60 литров на 100 километров может показаться непомерно большим для частных владельцев, учитывая современные цены на бензин. ЗИЛ-131 весит от 6135 килограммов без лебедки до 6375 килограммов с ней и способен перевозить до 5 тонн груза по шоссе. На грунтовых дорогах или по бездорожью его грузоподъемность снижается до 3,5 тонн. Это делает его незаменимым помощником в условиях тяжелого бездорожья и сложных погодных условий. Mercedes-Benz Zetros.
Но давайте расскажу и про что-то более современное. Mercedes-Benz Zetros — это надежный внедорожник, который доступен в двух версиях. Рамный грузовик 4х4 и 6х6, обе с колесной базой 4800 мм. Все модификации оснащены шестицилиндровым двигателем ОМ-926 LA мощностью 326 лошадиных сил, отвечающим экологическим стандартам Евро-3 и 9-ступенчатой механической коробкой передач с дополнительной понижающей передачей и собственной раздаточной коробкой VG 2403W. Обновленные модели получили двигатели ОМ-460 мощностью 449 лошадиных сил и 510 лошадиных сил, соответствующие стандарту Евро-5, 16-ступенчатую механическую коробку передач G260 и раздаточную коробку VG 2803W. Для улучшения удобства вождения предусмотрена возможность установки автоматической коробки передач от Allison, что значительно облегчит управление автомобилем на сложных участках дорог. Клиренс на задней оси составляет 381 мм, позволяя грузовику преодолевать водные преграды глубиной до 1,1 метра. При этом завод готов дооборудовать технику для форсирования рек глубиной до 1,2 метра. Представляете? Mercedes-Benz Zetros также оснащен защитой ведущих мостов от грязи, усиленными барабанными тормозами и комфортабельной кабиной шириной 2,3 метра, установленной на раме с помощью 3 резиновых опор. В кабине предусмотрены пневмоподвесные кресла, электроприводные боковые зеркала и кондиционер, что обеспечивает высокий уровень комфорта в длительных поездках и может помочь справиться с отоплением во время сильных морозов. Scania G376-6. А вот еще один монстр, который способен творить невозможное в самых экстремальных условиях. Scania G376/6 – это полноприводный грузовик, специально разработанный для тяжелых задач, где требуется высокая проходимость и надежность. Оснащенный стандартной спальной кабиной серии G, он может похвастаться не только компактностью и легкостью в прогреве даже в самые суровые морозы, но и достаточной уютностью для длительных поездок. Мощность в 370 лошадиных сил и крутящий момент в 1900 ньютон-метров, выдаваемые 13-литровым рядным шестицилиндровым двигателем в комбинации с автоматической коробкой передач Allison A67R, обеспечивают этому грузовику отличные динамические характеристики. Благодаря этой мощности и полному приводу Scania G376/6 может с легкостью маневрировать по сложным горным маршрутам или снежным просторам. Кроме того, оснащение крюковым подъемником HIAB расширяет спектр его применения, делая его идеальным выбором для работы в энергетической отрасли, где часто приходится иметь дело с тяжелыми и крупногабаритными грузами в труднодоступных местах. Неудивительно, что в Скандинавии такие грузовики пользуются большой популярностью среди энергетических компаний, бросая его в самые суровые рейсы. А если машина все-таки застрянет, механическая лебедка всегда готова прийти на помощь, делая Scania G376/6 незаменимым помощником в любых условиях. Этот грузовик действительно заслуживает места в парке любой крупной компании, в том числе и нефтедобывающей. Урал 430. Ну и куда без этого короля бездорожья, машины, которая известна во всем мире. Урал 430-20. Это настоящая легенда среди армейских и гражданских вездеходов, снискавшая огромную популярность благодаря своей надежности и проходимости. Кстати, изначально ее даже держали под грифом «секретно», как невероятную военную разработку для грузовых перевозок по бездорожью. В модельном ряду представлены несколько модификаций этого трехосного шасси, различающихся мощностью двигателя от 228 до 310 лошадиных сил, длиной базы и грузоподъемностью. При этом основные характеристики остаются неизменными. Мощные собственные мосты, раздаточная коробка, пятиступенчатая механическая коробка передач ЯМЗ и пневматическая тормозная система. Эти вездеходы особенно ценятся в нефтегазовой отрасли, где их применяют для доступа к трубопроводам в самых труднодоступных районах, включая болота и топи. Также Урал 430-20 находит широкое применение и в гражданских целях, о чем свидетельствуют многочисленные рассказы о его использовании. Отдельно стоит отметить серию Урал Next, которая также носит индекс 430-20, но является совершенно новым продуктом. Эти шасси прошли значительную модернизацию, особая обработка рамы, современные улучшения в тормозной системе, модифицированные двигатели ЯМЗ 536 и механическая коробка передач ZF9S 1310, а также полностью переработанная рулевая
система. Удобная кабина, унаследованная от пребывания завода в группе ГАЗ, значительно повысила комфорт водителей. По словам водителей, которым удалось опробовать как классические, так и обновленные модели Урал, разница в управлении ощущается колоссальной. Безумные машины, как и условия, в которых они могут работать. А уж водителям мой низкий поклон. Согласны? Пишите в комментариях. Кстати, а если вы любите технику, интересные истории и умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.